квантовый скачок в вокале? Что за фигня? Зайка, не ругайся! Здравствуйте, дорогие зрители! Как вы знаете, Зая участвует в подготовке всех моих роликов. На ее маленькую голову обрушивается такое количество отборнейшего бреда от вокальных недопедагогов, что нервишки у малышки не выдерживают. Чего стоил, например, ролик о певческом дыхании маткой. Ссылка на него, кстати, тут и в описании к ролику. Сегодня мы с Заей развенчаем очередную порцию дичи от псевдопреподавателей вокала. Квантовый скачок в вокале? Да. Вы не знаете, что такое квантовый скачок? Поясняем. Под квантовым скачком блогеры подразумевают резкий выход на новый уровень, допустим, материальный. Если человек зарабатывает, например, 20 тысяч рублей и живет впроголодь, то, сделав квантовый скачок, он начнет зарабатывать 200 и ликвидирует все свои проблемы. Есть исследование, наука. Вот. И это произойдет под влиянием магических процессов во Вселенной. Таким же образом осуществляется и квантовый скачок в вокале. Если раньше человек петь не умел, то он запоет после одного занятия, максимум 2. Подлинное чудо! В связи с этим у меня есть предложение для нашего правительства, Зая. Зачем содержать кучу бюджетных мест для вокалистов в колледжах, консерваториях? Зачем тратить порой по 17-20 лет на подготовку профессионального певца? Давайте заменим все на квантовый метод воспитания голоса. Это же разрыв башки. Как же выполнить квантовый скачок в вокале? Если вы думаете, что я сейчас буду рассказывать о магии Вселенной, то вы ошибаетесь. Я расскажу об открытиях академика Павлова, того самого, фамилией которого названа собака, выделяющая слюну по звуковому сигналу. А начну я с высказывания представителя староитальянской школы пения Пьера Франческо Този. В 18 столетии он писал, что даже для одаренного ученика мало 1 часа занятий вокалом каждый день. Поэтому дураки дураками, а не дураки не дураками. Подразумевается, что ежедневно следует отрабатывать свои певческие навыки по 1,5, 2 или даже 3 часа в течение 7-10 лет. И это в эпоху, когда не существует всего разнообразия приемов эстрадного пения, и даже в академической музыке еще нет Чайковского, Вагнера, Верди, требующих от вокалиста очень отличающихся певческих установок. Следует отметить и то, что такая напряженная многолетняя дрессура во времена барокко осуществлялась под руководством талантливейших педагогов, к возможностям которых вряд ли приблизятся нынешние вокальные тренеры, вещающие о квантовом скачке в пении. Это то, к чему идут все гуру, и то, к чему идут все учения. Но ни с кем это не происходит. А вдруг все эти речи про необходимость многолетнего труда – это заговор преподавателей, желающих вытрясти из учеников побольше денег? Можем ли мы взять и отменить всю эту гору усилий и научиться петь за пару встреч со специалистом? И почему? Добро пожаловать в будущее. Представим, что у вас отобрали привычные столовые приборы и выдали палочки. Сколько дней вы просидите голодными? Когда научитесь есть? А когда почувствуете такую свободу орудования палочками во время еды, что не ощутите разницы между ними и ложкой с вилкой, вы скажете, что это привычка. В научном мире это называется, благодаря Павлову, условный рефлекс. Вся жизнь человека построена на них. Условные рефлексы нужны для экономии ресурсов организма, в первую очередь мозга. Кучу действий мы осуществляем на автомате. Нам не требуется задумываться над каждым шагом, например. 3 месяца я просто изучала плотно вопрос. Если бы было иначе, каждый шаг происходил бы со скрипом и усилием в наших мозгах. Вся их мощность была бы потрачена на ходьбу. Автоматизм же помогает делать многие вещи легко, быстро
качественно. И мы даже можем, например, одновременно идти, есть и слушать собеседника. Чтобы сформировать условный рефлекс и довести его до высшей степени срабатывания, требуется определенное количество повторений зая. Оно зависит от ряда факторов. В первую очередь от типа нервной деятельности человека и сложности формируемого рефлекса. Да ладно. Есть люди, которые осваивают все очень быстро, но даже им для доведения рефлекса до автоматизма требуется явно не одно-два повторения. Как вы догадываетесь, процесс обучения пению тоже представляет собой формирование условных рефлексов, но на более сложном уровне – формирование динамических стереотипов. Динамический стереотип – это комплекс из целого ряда условных рефлексов, что значительно повышает планку сложности. В пении, например, нужно определенным образом взять дыхание, сформировать высокую позицию, открыть рот, ощутить работу резонаторов, атаковать звук и так далее. Я ничего не понимаю вообще. В зависимости от художественных задач параметры этих действий, их градации варьируются. И есть очень четкие установки на каждый вариант. Каждое из этих действий должно быть не просто осуществлено, но осуществлено правильно. Если что-то одно сделано правильно, а другое нет, получается бракованный звук, а аппарат перенапрягается. По отдельности все эти действия окажутся простыми, и эти условные рефлексы действительно могут быть сформированы в изолированном виде. Но по-настоящему рабочими их можно считать только тогда, когда они функционируют в комплексе, внутри динамического стереотипа. Контроль же за всеми ними одновременно является сложнейшей задачей, особенно на первоначальном этапе обучения. И что? И что? А вот что. Сделал правильно одно, а второе, зайка, выпало из зоны внимания и не получилось. Вышло второе, но за счет того, что ресурсы были отвлечены от первого, которое не вышло. Прямо как в сказке про журавля, пытавшегося вытянуть то хвост, то клюв. И столько слов я потратила, чтобы описать только начало пения. А внутри произведения есть масса иных физиологических задач, например, задача распределения дыхания. Помимо этого, неплохо бы верно петь мелодический и поэтический текст. А еще пение – сложный психоэмоциональный процесс, который требует воплощения художественного образа, то есть решения задач артистических. Как Алиса в «Стране чудес». И все это тоже динамические стереотипы, наслаиваемые друг на друга. Потому Този и говорит, что часа занятий ежедневно мало даже для одаренного ученика. Вы все еще думаете, что пение – это просто? Или вдруг педагоги, пропагандирующие квантовый скачок в пении, способны в самом деле применить какие-то неожиданные чит-коды к вашему телу и мозгу? Приведу пример. Квантовый педагог рассказывает, что таким приемом является пение в особом состоянии. Если ученик был неуверенный, подавленный страхом, что у него не получится, пребывал в эмоционально угнетенном состоянии и не мог достичь хорошего результата, то лайфхак. Ему надо добавить уверенности, идти от приподнятых эмоций, например, просто получая удовольствие от процесса пения. И тогда эффективность занятия возрастет, у ученика будет получаться, потому что сработал квантовый скачок, и вибрации намерения совпали с вибрациями окружающей среды. Я подозреваю, нам без свиней не обойтись. Дементий, гони свиней. А фаворительный лайфхак от тех, кто не знаком с открытиями академика Павлова. А для тех, кто с ними знаком, не является секретом, в каком состоянии человек наиболее эффективно усваивает новые знания. Это состояние, когда человек хорошо отдохнул. Его процессор не погружен в обработку проблем и негативных переживаний, и в целом он находится, в хорошем настроении. Вот это новость! Вы дебилы или как?
Вот вы дебилы или как? Нет, еще раз. Вы дебилы или как? С остальными чит-кодами для квантового скачка в вокале дело обстоит точно так же. Итак, педагоги, которые вещают о квантовом скачке в пении и возможности быстро научиться петь, это люди, которые слабо разбираются в профессии и не знают базовых вещей ни из общей педагогики, ни из вокальной. Или это фантазеры, которые верят в волшебство, врут о нем в лицо потенциальным ученикам и обещают то, что заведомо нереализуемо. Осознаете мерзость этого? И тем и другим я советую начать читать профильную литературу, чтобы быть в курсе того, что давно известно и хорошо исследовано. Например, «Основы вокальной методики Дмитриева». Книга издана давно. Методы исследования голоса, на основании которых она создана, несколько устарели и дополнены новыми, более совершенными. Но за 60 лет существования книги третья голосовая связка у людей не выросла. Система дыхания не переселилась в матку. Еще раз вам напоминаю о ролике об этом. Почти все, о чем пишет Дмитриев, актуально. Причем и для академистов, и для эстрадников, которым при рождении не выдают в роддоме какой-то иной голосовой аппарат. Советую книгу к прочтению и тем, кто уже занимается у квантовых вокальных педагогов или только собирается к ним пойти. И самое главное, лучше не попадаться в лапы исповедникам такой авангардной методики, так как деньги, сэкономленные на занятиях у традиционалистов, с высокой вероятностью обернутся тратами на докторов. Перед тем, как мы попрощаемся, Зая за кадром напоминает, до сих пор наши ролики 97% аудитории смотрит без подписки, потому чтобы не пропустить свежие выпуски, научиться разбираться в основах вокальной педагогики, эстетики пения и его истории, подпишитесь на канал прямо сейчас. А на сегодня все. Я научу вас любить вокал. Зайчик, ты почему отказалась сниматься в половине роликов? Как не хочу? В смысле не хочу? Ты кусаешься, потому что зрители не подписываются на канал? А мне зачем мстить?